Привет! Это второе видео из серии «Как купить дачу на Сицилии». В прошлом выпуске я рассказывал про наше прибытие на остров, как мы провели ночь в аэропорту и как это могло похоронить все наши планы. Но в итоге мы все-таки добрались до Сицилии и начали наше приключение с юга острова. Если вы не смотрели, то настоятельно рекомендую посмотреть. Ссылка будет в описании или где-нибудь вот здесь на экране. В этом выпуске будет продолжение глобального исследования сицилийских городов и их закатов. Сейчас мы отправляемся на восток острова, в регион Валь-ди-Нота, территорию с самой высокой концентрацией сицилийского барокко. Нашей базой станет город Рагуза, откуда мы будем делать вылазки и в соседние города. Ну а теперь в дорогу. Итак, мы в Рагузе. Это один из самых характерных городов региона, где старинные кварталы переплетаются с современными улочками. Тут есть ощущение плотной истории в камне и архитектуре, как будто город застрял между эпохами. Встречай нас, Рагуза! Приехали на полчаса раньше, и эти полчаса мы потратили, чтобы параллельно запарковать машину. Идем заселяться. Это вот наш домик. Тут, походу, одна семья живет на втором этаже. Первый этаж сдается туристам. Тут отдельный вход. Это вот... И мы оказываемся в музее народных ремесел. Это даже пахнет как музей. Так, мы здесь оказываемся. Это неизвестное помещение. Нам дали печеньки, какие-то традиционные рагузские и молоко. Ну вот, мне кажется, очень мило. А тут еще один выход, типа на другую улицу. Телек и кресло, чисто, чтобы смотреть телек в одного. На этом мы заканчиваем наш рум-тур. Впервые мы его в истории человечества сняли сразу же после заселения, а не в конце. Мы в Рагузе. Тут город строили по нарисованным планам тетрадки в клеточку. Висит в воздухе. Мы передвигались довольно часто. Честно, больше, чем я привык. И глобального плана у нас никогда не было. Чаще всего мы просто выбирали интересные места по дороге, обсуждая их с чатом GPT прямо в машине, когда ехали в следующий город. Вариантов, где остановиться, помимо Рагузы, было очень много. На Сицилии куча интересных городков, но останавливаться в каждом было бы неправильно. С машиной можно делать однодневные вылазки в соседние городки, и мы, собственно, так и поступали. Лиановые деревья. Инициативный бар открывает места на ступеньках, просто с видом на Ивлу. Не боись, тебя понесу. Кто? Я не мог не снять. Посмотреть на эти вот камни, они такие, сука, неприятные. Фу. Я только что придумал, нужно, короче, ходить в таких интересных районах в центре города и искать такие вот похоронные штуки. Там, где в недавнем времени померла бабка. Скорее всего, хата уже свободна. Не, меня не заебет снимать эти крыши. Блять, это просто лучшее, что я видел пока что на Сицилии. Вообще, если у меня будет еще один день, просто хочу прийти сюда еще раз. Это просто с ума сойти. Проблема, что мы не знаем, как здесь спуститься, здесь нету очевидных проходов. Мы довольно быстро добрались до панорамной точки на собор. Ой.
Тут очень заметна вертикальность, и из каждого района открываются виды на противоположную сторону города. Это сильно впечатляет своей грандиозностью, и это как раз то, за что тоже можно переплатить в цене недвижимости. Ничего интереснее, как спуститься по улице, не сильно освещенной. Как в хоррор-муви. Может, палку возьмем? Пахнет саками. Там котячі очі, бачиш, шпаринні, світяться два ока. Не бачу, ну мені щось стремновато. Дивись, он де йдеш. О. Церковь святого аниме. Любишь кататься, люби и саночки возить. Лестница красивая, но спускаться было веселее, чем обратно подниматься. Ичи. Ну, ночью, конечно, камера хуже фокусируется. Финальные сборы, мы отправляемся в городок Шикли и Модика. На часах 9:20. Мы чуть-чуть выбиваемся из запланированного графика, но я думаю, у нас еще времени будет дохуя. Отак от ми з вами повертаємо. Так красиво. Це буде вірш присвячений Шиклям і вам. Між трьома скелями в долині, де сонце сходить золотим, жило колись містечко нині, Шиклі з обличчям чарівним. Там сацарини скарби сховали у темних гротах під горою, а люди в тиші й благодаті будували світ із молитвою. Земля здригнулась, все зруйновано, та з попелу зросло барокко. Палаци, церкви, світло знову зробили місто сяйним оком. У Пасху тут Христос воскреслий біжить вузькими вулицями. Його виносять, як небесне світіння, сповнене руками. Як вам такий поворот? І кажуть, хто у Шиклі стріне світанок на горі старій, той серце в ньому залишає, і вже назавжди він у Сицилії. Браво! Це дуже гарно. Так, мы подъезжаем к городку Шикли. Солнце уже очень высоко. Городок в ущелье. Ну, надеюсь, мы полетаем сегодня. Шикли – это небольшой, очень уютный городок с населением в несколько десятков тысяч. Туристы редко едут сюда целенаправленно, чаще проездом, и поэтому здесь очень свободно и камерно. Город не очень туристический и заслуживает внимания. Узкие улочки, старинные дома, теплая атмосфера. Мы справились с сицилийской парковкой спустя 3 круга и отправляемся изучать город. Целая река котов. Тут стоит знак, что запрет въезда только для резидентов. Но мне кажется, кроме резидентов сюда никто бы не отважился поехать. Я даже рад, что облачко пришло. Короче, поражают своей пышностью все эти палаццо в этом малюсеньком городочке. Иисус в юбке.
Палаццо Беневитано. И тут, короче, головы всякие. Все это, все, чем он знаменит. Много терпевший. Капитан корабля, да. Карабского. Короче, если мы психанем окончательно, мы поднимемся вот на этот храм, но вряд ли. Потом мы точно поднимемся вот на этот. До него на самом деле ближе идти, чем кажется, просто вертикально. Ну и, конечно же, храм... Сука, чего это? Храм Бартоломео, который закрыт. А, подожди, наебав. Это не тот храм, мы не дошли до него. Это... Chiesa Madre di Sant'Ignazio di Loyola. Но это не то, куда мы направляемся. Красивый полдень четверга. Я люблю заходить в церкви. В какой-то момент они стали казаться похожими одна на одну, но все равно завораживают. И это особенно хорошая идея, когда на улице дождь или палящая жара. Ожидание. Ушли две группы туристов, и резко стало очень тихо. Слава Ісусу Христу! Сицилийская шишка, и мы заблудились, потому что это, сука, тупик. Решили больше не рисковать, идем просто по указателям. Хотя Google Maps говорит, что можно срезать дворами. Пещера монахов, кармелитов. Вон там спали. Выглядит немного заброшенным. Могли быть мы, если бы мы пошли коротким путем, которым советовал ChatGPT. Забавно, что здесь закрыт вход. Даже если бы мы тут поднялись, мы бы не смогли зайти. Что касается цен на квартиры, они здесь ниже, чем в других городах. Хорошую 2- или 3-комнатную квартиру на 80 метров можно встретить примерно за 40 тысяч евро. Но тут важно понимать, здесь нет моря в шаговой доступности, а наличие моря обычно сильно влияет на стоимость. В этой скале на самом деле очень много таких вот пещер. Интересно, что там. Я не так имел в виду. Я думаю, ты из-за угла типа выскочишь. Блин, в этой скале около храма на самом деле очень много таких вот пещер, гротов. Интересно, что в них находится. Японский! Мы отправляемся с вами на просмотр объекта. Тут уже сделаны все подготовительные работы. Мы можем смотреть комнаты. Сразу понятно, детская. Находится отдельно от родительской, чтобы сохранялся какой-то интим. Тут у нас мы попадаем в основную гостевую спальню. Спальня родителей, либо кабинет, как вам захочется. Можно комфортабельно принимать гостей. И самое главное, вид на море. Осталось только купить магнитик и покушать. Ну что, какое у нас впечатление от этого города? Шиклі. Шиклі. Мені сподобалось те, що було поза межами міста. Самі оці церковні руїни. В самому місті немає особо що робити, але воно теж досить красиве, таке античне. Мне тоже нравится, что теперь здесь вот барокковые виллы и руины, которые доступны, которые обширные, то можно забраться, ходить, почувствовать себя частью древней истории. Прикольно. Городочек маленький, но вот реально прям вот отличная установочка. Путешествие по Сицилии. Мы
приехали на кладбище, дорога заняла 2 минуты. И мы запарковались, просто здесь очень странная разметка. Среди дороги тут эти линии, это единственная запаркованная машина. Посреди дороги. Дзинка еще мне не верила, что здесь можно стоять. Это вода, чтобы типа поливать эти вот растения. Кладбище на самом деле довольно молодое. Могилы, типа, мы не видели ни одной, которая была бы с 19 столетия, то есть все это за прошлое столетие выглядит, как будто бы да, они существовали здесь 2000 лет, я не знаю. А может быть в этот его край дойдем, может там более старые? Нас удивили местные кладбища. Такие мы потом встречали по всей Сицилии. Оказалось, что они довольно свежие, потому что здесь принято каждый год платить аренду за место. Если семья не платит, захоронение убирают, и на его месте появляются новые могилы. Некоторые крипты – это целые двухэтажные семейные особняки для усопших. Переиграли со шрифтами, тут странная цифра 7. А может быть это масонский символ? Все, едем в Мадику. Что-то и так затусовались на кладбище. Мы снова создали прецедент. Запарковались еще люди за нами. Кристофоро Коломбо. Капец, он реально здоровенный. Видим его вживую. Когда-нибудь, что-нибудь подобное. Блін, такий гарний ракурс. Следующий город – Модика. Тоже в регионе Валь-ди-Ното. Самая заметная особенность Модики – ее деление на верхнюю и нижнюю части, что делает город очень вертикальным и невероятно фотогеничным. Но первым и самым узнаваемым символом Модики, конечно, будет модикский шоколад. У него своя многовековая история, и его готовят уникальным холодным способом, из-за чего у него совсем другая текстура, чем у обычного шоколада. Однако этот шоколад, наверное, был диковинкой где-нибудь в 18 столетии. Но сегодня это туристическая замануха, встречающая вас на каждом углу города. Городок Модика делится на 2 части. Модика Басса и Модика Альта. И Басса — это нижний город, Альта — верхний город, соответственно. В нижнем городе все магазинчики с шоколадом, в том числе знаменитым магдикским шоколадом, про который мне ChatGPT прожужжал все уши. И ресторанчики, и культурная жизнь. В верхнем городе вся историческая часть, главные соборы пиздатые, и оттуда классный вид, и туда можно запустить дрона. Мы идем сразу на входе на зазывающие рекламы настоящего ремесленного шоколада Ди Модика. Короче, когда вы смотрите фотки с мест каких-то известных, то даже какие-то впечатляющие места, они такие, ну да, это круто, но когда ты видите это вживую, это просто вообще другие ощущения. Ты чувствуешь себя букашкой, никакие Google Maps, Google Earth, Google Street View не заменит это ощущение того, что ты просто с чем-то монументальным. Блин, вот вам, наверное, даже еще не видно. Наверное, только с дрона получится бахнуть. Сейчас вставочка с дрона. Вот дом на продажу. Собор Петра и 12 апостолов. Храм Святого Петра. Мы потратили 2,5 евро за вход. И Дзинка откупилась, поставив бесплатно свечку. Что-то за что-то. Все имеет свою цену.
Спряталась во дворе. Это самая старая модикская шоколадная фабрика в истории города Модика. Снова забыл, как ударение, Модика или Модика? Антика Дольчерия Бонаджута. Это музей. Бобової пасти. Японська версія. О, можно попробовать. Не знаю, 50 грамм стоит. Столько везде стоит 100 грамм. Минутка фуд-блогерства. Мы купили шоколадку с мускатным орехом. Там були цілі бокси, але бокс за 30 з чимось євро, ну таке собі. А цей всього за 3. Внутри у нас на упаковочке. Це там крестний отець. А они все с этими кристалликами сахара. Короче, такая технология, что они делают шоколад отдельно, а потом уже будучи холодным, смешивают с сахаром. Мускатный орех я не чувствую Я вообще. відчуваю мускатний горіх. Ну, до речі, не типово, я такого ніколи не пробувала. Хоча на початку здається, що ти їш щось з піском. Напил антика фабрика де чоколада in Сицилия. Впав і помер. Поднимаемся выше и выше. Здорово, здорово. Ну поздоровался с тобой. Ти кудлань, мене так налякав. На удивление, этот город не так поражает, как Рагуза. Но, может быть, мы уже принюхались. До нас тільки що принюхався пес. Ви б знали, що ми пережили? Fiat 500. Мы поднялись, чтобы понять, что площадка, с которой мы поднялись, была лучшая. Теперь мы спускаемся, и мы тоже не можем найти дорогу, потому что они все переплетаются, и некоторые дороги тупиковые. И вообще не выглядят как проход дальше, они выглядят как заход на частную собственность. Google карты здесь бесполезны. Храм зашел за холм, точнее, солнце зашло за холм. Мы развлекались просто, изучали город, тренировали ноги. Мы не учли, что город находится за холмом, этот холм закрывает солнце. Якась бабка стоїть. Нарешті вийшло сонечко, і тепер церква зажила, заграла. Сукин сын. От реалії справжні зйомки. Он не тут сейчас находится. Де він? Неизвестно. Шел и подумал, что если бы мы тут жили, то вот такие дороги, а мы уже довольно давно идем по таким переулочкам, это была бы основная вообще дорога, которой мы бы на машине добирались домой. Но запарковаться тоже непонятно где, но такие вот улочки — это реальность. Что ты? Двинка спрашивала, где парковать свою ласточку. Места полно, было бы желание. Там теж хтось. В принципе, даже большая парковка есть. Я тебе говорю, 2 спуска і ми біля машини. такие города нуждаются в диплайне. Це правда. О, Джані, о, Джані, Джані, о.
Финальные мысли этого дня. Мы были в двух городах, Шикли и Модика. Это все в регионе Валь-де-Ното, провинция Рагуза. И они все славятся своим барокко, потому что здесь было землетрясение в конце 17 столетия. И очень много построек, которые были в то время, были разрушены, поэтому все новые дома построены после него, и они вот сделаны в этом стиле сицилийского барокко. Все города находятся в долине. Шикли маленький город, как бы он даже не сложно назвать туристическим, как бы там туристов мало, точек притяжения тоже мало, хотя он очень красивый, даже вид на море есть, хотя до моря, в принципе, не так близко, пешком точно нет. Модика побольше, разделена на две части, нижнюю и верхнюю, и это круто выглядит со стороны. Какая главная мысль у нас? Один из критериев поиска — это офигенные закаты, и город красивый, да, все-таки он находится в долине, и получается, что закат наступает чуть-чуть раньше, потому что солнце, самое красивое солнце, в момент заката уже за горой, и город находится в тени. Город освещается только в золотой час, в самом начале, вот, и под конец уже его только верхний город, хотя он довольно красивый. И еще важно, что в отличие, например, от Рагузы, где очень хороший вид вот с новой части города на старую и наоборот, здесь получается, что возвышенность она одна, и нету обзорной точки, которой бы можно было бы посмотреть на нее. И поэтому получается, либо мы забираемся наверх, и мы смотрим сверху на ту же самую гору, либо мы смотрим снизу на нее. Поэтому, да, однозначно стоит для посещения. С точки зрения закатов, наверное, все-таки это не лучший город для заката смотрения. Расстояние от моря тоже довольно далекое. На машине, в принципе, 25 минут и вы у моря. Море не видно, морем не пахнет, воздух, даже кухня, она не морская, она сушевая. Здесь славятся сыры, славится оливковое масло, но это не морская Сицилия. Такие вот итоги. Это храм святого Джованни, и мы в него вообще не планировали зайти, но к нам подошел итальянец, мужчина пожилой, и рассказал нам про него, что мы должны в него зайти. И самый интересный факт, который я понял из его итальянского, это то, что в хороший день с его башни можно увидеть Мальту. Все, мы возвращаемся в город и, наверное, кушаем и едем спать. Дзюнька помогает кому-то мыться. Це був наш концерт. Браво! Thank you! Ладно, беру свои слова назад насчет, насколько здесь комфортно жить рядом. Как и многие рестораны в Италии, он недорогой. Блюдо примерно 10-11 евро. И очень душевный, очень классный. И еще нам дали в подарок горшок. Точнее, его можно было забрать бесплатно, и мы не отказались от этой возможности. Короче, на этой счастливой ноте мы возвращаемся из Модики обратно в Рагузу. Дивіться, ми їдемо мостом. Не знаю, наскільки тут видно місто, але... Наш последний вечер в Рагузе, и мы отправляемся в тур, который нам составил ChatGPT, и в котором есть нюансики, потому что не все места существуют из тех, которые он советовал посетить. Красивий, правда? Ми як за ґратами. Зона бесполетная находится там, с той стороны. Здесь тюрьма, здесь полиция, эти карабинеры, поэтому вдоль моста мы здесь вот можем летать. Угу. Жужик літає. Вот так вот виглядає. Оп. Зловили! Ура! Словили дрона. Ой, на обзорную площадку хочу заехать. Это типа в районе 3 минуты. Можеш похвалитись на камеру, як ти свистиш? Красивый вид.
Чимитеро. Ваші коментарі. Дуже гарний спів и тоже непоганый. Забавно, что когда-то эти две разделенные части Рагузы были одним целым, но после землетрясения они разделились, и сейчас, когда стоишь у подножия города, чувствуешь себя маленькой букашкой на поле игры богов. Тут, судя по всему, мы забрали единственное парковочное место, которое обозначено белой линией. Вот эти люди не могут запарковаться, они сейчас ищут, потому что там, не знаю, большая площадь, мало места. Идем теперь искать отправную точку. Экстремально быстрый подъем на точку, чтобы у нас была изначально выше высота. Сюда запустим дроны. Закат уже подступает, закат скоротечен, как и вся наша жизнь. Еще для региона характерно, что хотя море и недалеко, в самом городе его нет. И это сильно влияет на цены. Жилье здесь заметно дешевле, чем в приморских городах. Важно понимать, что регион большой. Вокруг множество маленьких городков, деревень и спутников, где цены еще ниже, но инфраструктура попроще. Про дрон. Я использовал его гораздо чаще, чем в городах до этого, и каждый раз боялся, что он зацепит купол или ветки и останется там навсегда. Со съемкой на дроне я тоже рос постепенно. Например, только во время монтажа этого видео я понял, что часто выгоднее снимать не над городом, а рядом с ним. Тогда лучше чувствуется масштаб города. Мы идем, тут красивая музыка. Слышите вдали? Это малиновый звон. Итак, наш последний вечер в Рагузе, и хотелось какие-то финальные Аккорды. Город очень красивый, и на закате и просто, и старая часть, и новая часть. Очень сильно повлияло землетрясение, которое было в 1693 году, после которого многие части города строили заново, и не только в этом городе, вообще во всем регионе, и поэтому здесь появилось всем известное сицилианское барокко. Но, как мы помним, мы на Сицилии с разведкой, боем, мы оцениваем города, пригодные для жизни и зимования. Что хочется сказать по Рагузе? Город расположен, получается, новая часть города, она наклонена на восток, старая часть города на запад. Соответственно, когда идет закат, то старая часть города красиво освещена, и если иметь жилье, которое будет с видом на эту старую часть, то выглядит очень красиво. Но закат проходит чуть быстрее, чем должен, потому что город все-таки находится внутри, под холмом, да. И получается, что только самая восточная точка, она освещается прямо до заката, остальные части солнце заходит раньше, особенно вот в этой новой части города. Что касается вида на море, его нету, потому что море довольно далеко, но здесь есть удобная дорога, по которой можно добраться за 25 минут до моря. Он так и называется Марина ди Рагуза. Это именно портовая часть, относящаяся к Рагузе. Там есть пляжи, туда все местные гоняют, купаются. Что касается культурной жизни, заведений много для такого городка. Просто зупини, почни знову, что касается культурной жизни. Да, наверное, и не стоит. Город не похож на Агридженто, потому что он более, я не скажу шумный, но если Агридженто там живут только местные жители, он более такой, там много стариков, много, в принципе, заброшенных домов, то здесь все рабочее, историческая часть, она довольно-таки туристическая,
Хотя ChatGPT говорит, что, допустим, Сиракузы или Катания, или, упаси боже, Таурмина гораздо более туристические. То есть, мы были в будние дни, мы туристов особо не заметили. То есть, жизнь есть, море, в принципе, в каком-то доступе, вида на море нету, закат красивый, но есть нюансы. Такие дела. Боже, така романтика просто. Дуже-дуже гарно. Фильм уже получился довольно насыщенным, поэтому город, в честь которого назван весь регион, Ното, я оставил для следующего выпуска. Это настоящая жемчужина сицилийского барокко. Город, который часто называют в целом мировой столицей барокко. И да, это еще одна точка на нашем пути по изучению сицилийских закатов, но далеко не последняя. Поэтому, подписываемся на канал, ставим лайки, и тогда вы точно не пропустите продолжение и также еще поможете развиваться этому сильно молодому каналу. Море находится далеко, где-то 25 минут езды на машине. Вот его немножко видно. Тут на лестнице есть гнездо голубиное, наверное, оно заброшенное, с видом на море. В термометрі 30 градусів, а відчувається як 40. Пещера не маленькая. Везде на Сицилии нужно искать, чтобы блюдо стоило около 10 евро. Тогда будет душевно, хорошо и вкусно. Ну а теперь в дорогу. 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 Ну а теперь в дорогу.